Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Сегодня-завтра личные расклады для вас старалась по 3000 рублей. Супер акция. Так что не пропустите. Так, все мои контакты, как можно со мной будет связаться, указаны в описании к этому видео. Извиняюсь за посторонние звуки. Опять там будут говорить, что телевизор работает. Нет, сезон. Так, также предлагаю сегодня посмотреть на такую тему. Да? Почему ты так со мной поступил? Это относится к тем женщинам, да, или мужчинам, потому что меня и мужчины смотрят, вы просто переводите на себя, да. Соответственно, тот человек, который с вами очень подло, хладнокровно поступил, да, как-то болезненно нанес вам удар, причем намеренный удар, который захотел вас разрушить, который ликовал, когда у вас были проблемы, это вот ваш бывший партнер. Итак, давайте сначала посмотрим, зачем ты так со мной поступил. Говорю так, предательская натура. Только смотрят те, кого предали, обманули, обокрали. Вот из этой участи. Вот он, ваш партнер. Зачем ты так со мной поступил? Загадайте своего мужчину, который вас предал. Зачем ты так со мной поступил? Так. Зачем ты так со мной поступил? Так, воздействие было женщины на этого мужчину. На него кто-то здесь надавил. Может быть, если мужчина был на вас женат, любовница. Если мужчина не был женат, да, соответственно, это могла мать надавить на него, да, что вы такая, какая-то не такая. Помимо этого добавлю, если мужчина, предположим, был женат, а вы любовница, соответственно, мужчина повлияла на него супруга. Здесь скажу так, человек в тот момент, когда он предавал вас, с вами так поступал очень хладнокровно и продуманно. Понимаете как? Мужчина здесь рассчитывал на свою победу. Скажу так, здесь в его жизни какая-то пришла женщина. Независимо, женат он или нет, какая-то женщина. Вот она из-под тишка, как будто вот через него вам мстила. Да, эта женщина, кстати, могла сделать магию на вашего мужчину. Да, почему? Ну, вот это и захотелось, скорее всего, своего счастья. Помимо этого, добавлю, здесь конкретно делали на то, магия, неважно, да, что приложили усилия, чтобы ваш союз здесь разрушился однозначно. Помимо этого, чтобы вы от него отстранились. Кстати, этот мужчина мог переехать от вас, куда-то уехать. Помимо этого, добавлю, эта женщина тайная, да, она также могла с ним познакомиться через интернет, с другой стороны, да. Помимо этого, однозначно женщина здесь влезла. Здесь, когда появилась эта женщина, образовался здесь треугольник. Какой? Любовный, либо мама вмешалась, родственница вмешалась, неважно. Помимо этого, скажу так, женщина давала отдельные советы относительно вас, этому мужчине. Так, скажу так, почему он с вами поступил так? Здесь человек продумал, помимо этого женщина помогла ему. Соблазнительница какая-то. Ну да, еще, может быть, вы супругой были. И еще та женщина, которая давала отдельные советы, это либо мать, либо жена, либо женщина, у которой есть денежки, да? Так, зачем ты женщину свою предал? Говори еще, зачем ты предал свою женщину? Зачем предал ты ее? Зачем предал? Зачем предал эту женщину? Так, зачем предал эту женщину? Во-первых, я еще раз повторяюсь, либо здесь семейные меня смотрят, либо мужчина был женат. Во-первых, для чего он вообще, он решил почему-то резко с вами прервать отношения. Хотя он об этом долго думал. Но здесь опять повторяюсь, что женщина повлияла. Ой, извиняюсь, на этого мужчину. Помимо этого, скажу так, когда в последнее время, когда, между прочим, у мужчины произошло, да, такое решение относительно вас, да, вашего союза, скажу так, мужчина был, вообще он был не намерен вот прям обрывать, но мужчина от вас не получал эмоций в последнее время, любви, вот как-то не дождался от вас, разочаровался, думал, зачем мне это нужно. Помимо этого, между вами какие-то конфликты здесь были, выяснение отношений было. Причем эмоциональные, вот и все. И вы, да, почему он так с вами поступил? Потому что в последнее время вы этому мужчине почему-то перестали доверять, открываться. Помимо этого, вот вы ему не давали вот почувствовать то, что вы за эти отношения держитесь, да. Вот, соответственно, еще не забываем то, что это могли его и родственники повлиять, да, что зачем тебе такая нужна, мы найдем тебе лучше. Соответственно, мужчина, но
есть такой один нюансик. Мужчина, когда разрушал эти отношения, он был уверен, что вы у него в кармане. Имейте в виду, что вы загнаны, что у вас страх, столько страхов, да, то, что сил у вас не хватит для того, чтобы разрушить, и смелости тоже не хватит, чтобы эти отношения разрушить. Так, хорошо. Зачем ты еще ее предал? Зачем ты ее еще предал? Угу. Ему женщина здесь. Зачем еще ее предал? Так, во-первых, скажу так. Все-таки на него повлияла женщина. Новая, может быть, женщина какая-то, да? Помимо этого, однозначно, может, увидел более интересный вариант, нежели вы, да, в тот момент. Хотя, я вам скажу, мужчина тоже об этом обдумывал. Но вот на этот решительный шаг, конечно, повлияла женщина. Это могла быть и не одна женщина. Она конкретно повлияла чем? Зачем тебе она? Она тебе не нужна. И так доверия в ваших отношениях нет. Ты у меня самый лучший, пойдем ко мне. Тем более, я вам скажу, скорее всего, этот ваш мужчина жаловался этой женщине, что с вами он несчастный, да, что с вами конфликты какие-то, болезненные ситуации. Почему он вас предал? Потому что, опять повторяюсь, что он, понимаете, удар был сильный, да, причем очень сильный, но при этом, опять снова добавлю, что вы для него, понимаете, была та женщина, которая уже заняла какое-то место. Может быть, вы жена были. Может быть, вы та женщина, которая, знаете, любовница, но на постоянных уже, знаете как, на постоянных, да, позициях, которая сидит постоянно. И еще добавлю, что отношения у вас здесь цикличные. Поэтому человек, когда в этот раз вас предавал, а я так понимаю, это уже не первый раз, когда он вас предает, соответственно, да, человек был уверен в том, что вы останетесь, да, он намеренно причинял вам боль, да, но помогала в этом плане ему женщина. Вам лучше знать, кто это. Это любовный треугольник, причем, скажу так, повлияло еще на что? Женщина с ним вместе и, может быть, его родня клеветали вас, да, оговаривали вас, поливали полностью грязью. Помимо этого, мужчина здесь тоже о вас, ой-ой-ой, что наговорил всему округу, да, почему он еще вас предал? Потому что, скажу так, вот ваше отношение, к этим отношениям он уже потерял интерес, да, и на горизонте, так как есть у него новая мадам или нынешняя, кто там из женщин, да, соответственно, вашего мальчика, так как он любит пребывать в иллюзиях, да, ему тут начали рисовать горизонты. Помимо этого добавлю, почему он к вам еще добавил, ой, господи, потерял интерес, потому что уже думает, что уже все, что нужно, он у вас, с вас взял, да. Так, причем я вам скажу, мужчина как-то вот просто хладнокровно от вас отказался. Хорошо, ты предал. Что ты в итоге получил? О, получил свободу. Что ты еще получил? Что ты получил еще? Так, что он получил? Он так, за свой эгоизм он гонялся где-то там за своим счастьем. Ну, на горизонте, может, кто-то там сказал, да, пойдем ко мне, здесь ты у меня лучший, тому подобное. Соответственно, тем более, скажу так, здесь мужчина любит самоутверждаться, показывать себя таким вот, знаете, как чуть ли, не знаю, там, принцем, скорее всего, наверное. Но оказалось, что он оказался не принцем, а принцем. Тем самым вот этот необдуманный его шаг, да, привел к тому, что ваши отношения здесь закончились. Больше этому мужчине шансов никто не дал. Соответственно, кстати, он мог лишиться и детей здесь, да. Кстати, кого-то он мог оставить и беременную. Здесь тоже такое есть. Помимо этого, здесь мужчинка не рассчитывал. Вот скажу так, вот как-то он по-дурацки поступил. Вот дураком оказался. Ладно. А когда ты эту женщину предал? Вот первые дни твоего предательства. Что с тобой было? Кайфовал или печалился ты? Ты доволен тем, что ты был? Нет, давайте так. Ты был ли доволен тогда, когда ты предал эту женщину? Был ли ты доволен? Был ли ты доволен? Ну, скажу как. Смотрите.
Груз с плечей упал, да, здесь, возможно, еще его в этом плане поддержали либо его семья, либо родственники, какая-то была у него поддержка. Во-первых, здесь, может быть, даже такой праздник был, ликовали. Здесь все равно поддержка у него была. Был ли он этим доволен, скажу так. В принципе, в какой-то мере человек, вот, знаете, как пошел как будто в никуда, да, вот. Даже если там кто-то его поддерживал, какая-то женщина есть, которая надавила на эту ситуацию, да, что аж прям вот как груз с плечей упал, да. Но эта ситуация привела к тотальному здесь разрыву, какому-то скандалу, может быть, для кого-то развод. Почему? Потому что человек, кстати, будучи еще... с одной стороны, скажу так, он был доволен. С другой стороны, конечно, было тяжеловато ему, да. Но здесь поступил подло, да. Но здесь пацан очень много потерял времени. Но он почему-то думал, что вы у него в кармане, а время-то пошло мимо него. Помимо этого, кстати, он мог, да, какая-то женщина могла надавить на него, чтобы он подал, например, на развод, да. И, соответственно, вы узнали, оказывается, что с вами разводятся. Либо человек вас вот очень как-то плохо с вами поступил. Еще что добавлю, да. Человек, вот даже когда, если это ваша история, да, когда человек подло как-то вот подал на развод, предположим, да, он вот знаете, как прям избавлялся. И вот он так захотел вот этой легкой, свободной жизни, строил планы. Кстати, этот человек, может быть, куда-то и даже переехал. Такое тоже не исключаю. Так, хорошо. Хорошо. Ты переехал, либо уехал куда-то там строить новые горизонты. Ну-ка, скажи-ка, милый мой, что ж ты там, ты уехал куда? Куда ты поехал? Куда поехал? Он долго обдумывал. Долго обдумывал, я вам скажу. Он поехал к женщине. Женщина, может, опять говорю, вот куда он подумал, он обдумывал этот вариант, да. Помимо этого, этого мужчину здесь, скажу так, заарканили, да. Во-первых, здесь приложили много усилий, опять повторяюсь, что здесь опять какие-то люди сделали так, чтобы этот союз у вас прекратился. И этого человека, показывая, да, что ты у нас самый лучший мужчина, вот куда он уехал, либо переехал. Да, ему здесь такие горизонты нарисовали, что у него прям жопа начала светиться от радости, что он вот он, теперь я на своем месте. Но есть один нюансик, но. Куда он попал? Это другие отношения здесь. Может быть, там из семьи ушел к любовнице, из ваших отношений перешел в другие отношения, от вас ушел к матери, неважно. Но вот куда он свалил, там попался в небольшую западню. Понимаете, что какая-то теперь у него там есть созависимость. Уйти хочет, не может. Понимаете, уже там держат пацана. Вот так вот. Так, хорошо. Относительно сейчас той женщины, которую ты предал, что ты на сегодняшний день о ней скажешь? Что ты скажешь относительно той женщины, которую ты предал? Что ты ей скажешь сегодня? Знаете, что скажу я вам? То, что человек, причем страшно, эмоционально ностальгирует по вам. Что он может вам на сегодняшний день сказать? Что мужчинка убежал от этой ответственности, да? Убежал, как последняя скотина. Помимо этого, человек вас очень здесь хочет. Прям очень. Кстати, может выпивать этот мужчина, да? Даже если вы думаете, что он не пьющий, он может выпивать здесь. Помимо этого, скажу так. Он на сегодняшний день почему-то в вас видит какую-то ценность, шанс для себя, свою любовь. Та женщина, которую он потерял, отказался. Женщина осталась в прошлом. Та женщина, которая истинно его любила, счастлив он был с ней. И что самое интересное, да, на сегодняшний день он как будто, вот знаете, как будто он на сегодняшний день от вас зависим, созависим, понимаете? И что он придурок, да, вот, ну, как-то сам себя, вот то, что... Вот вы, человек, наверное, правильный были, да, учили чему-то, да, этому человеку, мозги включали, но человек почему-то ушел от этого. Еще добавлю, что могли повлиять здесь родственники, может быть, влиятельный отец какой-нибудь тоже повлиял. Что он вам может сказать? Помимо этого, что все равно человек, вы на сегодняшний день, да, человека соблазняете. Ну-ка, дьявол, что ты хочешь передать этой женщине? Что ты хочешь передать этой женщине? Твоего искушения, что ты хочешь передать этой женщине? Ах,
Знаете, что самое интересное, да? На сегодняшний день дьявол вот вам что передает? То, что, несмотря на всю эту ситуацию, да, между вами, которую, да, он вас здесь обманывал однозначно. Здесь какие-то были третьи лица, снова опять говорю. Кстати, человека вы на сегодняшний день поставили на место. Он сегодня, знаете как, вот вы стали более самодостаточной, да? Независимо, есть у вас деньги или нет. Просто вы на этого мужчину не обращаете внимания. А человек очень бы хотел, да, чтобы опять вот быть вашим постоянным партнером. Да? Но и помимо этого, что этот дьявол вам говорит, в его окружении может быть та женщина, и не одна, которая делает, возможно, на этого мужчину магию, как-то она на него влияет, на психику влияет, что он не может двинуться, что эта женщина ему мешает. Помимо этого, у кого есть здесь дочь, да, что вы, может, стали препятствовать общению, да, вот именно дочери. Помимо этого, что я могу сказать еще относительно вас? Видите как, вы еще уже та женщина, которая не ведется под его манипуляции. Между вами стоит женщина. Женщина, и не одна. Видите как, которая тоже претендует на вашего кавалера. Но вы здесь отмахиваетесь как от мусора. Да, такое тоже есть. Хорошо, доволен ли ты, что предал ты эту женщину? Доволен ты на сегодня, что предал ты эту женщину? Нет, недоволен. Доволен ли ты, что предал ты эту женщину? Скажу так, нет, недоволен. Причем, что самое интересное, он ждал обратного результата. Понимаете как? Он думал, то, что он проявит здесь, покажет, как говорится, да, мужика с яйцами, но оказалось там не мужик, а петух с куриной жопой. Понимаете? Соответственно, он-то думал, говорю так, что женщина здесь вот даст ему шанс все равно, но женщина здесь почему-то закрылась. Женщина больше не доверяет, да? Доволен ли он этим? Нет, недоволен. Он бы хотел бы еще, знаете как, тем более скажу так, вы для него замечательный энергоресурс. А сегодня вы женщина закрыта. Помимо этого, доволен ли он? Ну, он в ваших глазах, посмотрите, какой кто он, дебил. Понимаете, вы даже его не выбираете сегодня. Ну, как он может быть доволен? Все, женщина даже в его сторону не смотрит. Посмотрите, кто он, кто вы. Ну, чмо болотное, да, букашка, да? Вша здесь ходячая. Или вы красавица. Но он сделал выбор в ту пользу, сам же натворил делов, предавал же. Недоимператор. Кстати, он перед вами хочет быть таким красавцем, а вы ему плюете здесь, понимаете? Доволен ли ты, что ты предал эту женщину? Ох, нет, злится. Ох, злится как. Доволен ли ты? Нет, я вам скажу. Старый сценарий с вами больше не работает. Помимо этого, теперь на сегодняшний день в отношении этого партнера вы стерва. Больше манипуляции здесь не срабатывают. Это его очень сильно злит. Что вот как раньше вот это все проходило, а на сегодняшний день все, конец. Понимаете, здесь агрессия, слежка, озлобленный такой на вас. Знаете почему? Потому что все. С вами отношения здесь прекратились. Женщина здесь уже не та. Помимо этого, женщина здесь уже... Да, вы когда любили, были наивны. Да, под манипуляции шли здесь. Но на сегодняшний день все. Без вас уже все. Он, понимаете как, ликовал победой, да. Но так как знал то, что вы любите его, соответственно, вы все вытерпите. Но здесь немножко не подрасчитал. Женщина поставила его, извините, раком. Говорю, как есть. Ой... Ну, мудак ты. Доволен ты еще, что ты предал эту женщину? Доволен ли ты, что предал эту женщину? Ой, мается. Ой, как он хочет, знаете как? Как же он хочет с вами здесь? Вот знаете как, доволен, недоволен. И деньги не идут, и работа, застой, и разочарование. Знаете почему? Все, стабильные отношения. Тут-тут! Где он там, знаете, на своей вот этой лошади прыгал. Где лошадь с такой жопой, а у него такая жопка, да? Прыгал, такой красавец тут. Выпендривался, что все под контролем. Контроль. Тут-тут! Убежал. Все. Тар-тарарым, как говорится, на сегодняшний день уже не знает, какую бы, знаете, наживку вам подсунуть, чтобы вы как-то откликнулись. Видите как? И приехать готов. И, ну, не знает, что делать. Но, скажу так. Здесь он хочет показаться таким красавцем-фраером. Понимаете? Что денежки есть, что он такой вот, что ценный такой, имейте в виду, это победитель. Понимаете? Харизматичный красавец. Он хочет, чтобы вам было плохо без него, чтобы вы разочаровались, чтобы у вас потери были. Понимаете? Чтобы вы оказались в такой жизненной ситуации, чтобы вы начали его зазывать от безвыходности. А вы его не зовете. Понимаете? Его злит это.
очень сильно злит, потому что ваш мудак, понимаете, он сам себя переиграл. Вот так вот. Вот он, настоящий. Понимаете? А это его маска. Маска. А на самом деле, где он наш, милый, дорогой наш? Ой. Ну, придурок. Ну, уже не буду искать где-то здесь как-то. Соответственно, ваш дебил остался в дураках. Победу раньше времени праздновал. Понимаете? А на сегодняшний день кто он для вас? Император, да мусор он для